Представьте, что в Московской области есть такое место, про которое в народе ходит молва, что в тех краях ведьма ведьмой погоняет. А почему их ведьмами называли? Нет, они как от Бога. Ну это правда, прям заговор, целительница была? Кто, говорит, колдовала, кто лечить, но лечения от ней никакой нет. Ну да, заговаривать она заговаривала. Ну в те годы, если захворал, в телегу тебя и к знахарю. И ты везешь так в горячке, тебя везут через всю деревню. Бабки, повитухи. Прекрасно-то как. Село Крутое Серебряно-Прудского округа некогда принадлежало графу Шереметьеву, который сгонял сюда в ссылку всех, кто был неугоден властям, включая тех, кого обвиняли в колдовстве. А еще уже наши современники якобы заявляют, что не так давно на месте местной церкви и дома культуры из-под земли доносились жуткие крики и стоны. И на то были причины, о которых мы скажем дальше. Что вот в том месте, где мы сейчас стоим, как будто бы из-под земли слышали какие-то звуки. Возможно, если будет потеплее завтра, мы здесь оставим какие-то средства слежки. О, слышь? Это уже там где-то далеко. Тихо. Аж выйти. Стой, дай камеру. Сейчас, подожди. Слушай, ну там нет никого. Ну что, мы решили установить диктофон в этом ДК хотя бы. Ну, я думаю, вряд ли кто-то кроме нас такие эксперименты тут делал, поэтому я не знаю, на что мы можем рассчитывать. Согласитесь, что по меньшей мере все это звучит интригующе, а по большей эти истории достойны того, чтобы отправиться в те места, да глянуть лично, что же такое там происходит. Наливайте квас по кружкам, да поправляйте свои монокли, ведь сегодня мы лично попробуем разобраться, что здесь ложь, а что правда. Ну и, конечно, в самом начале хочется в очередной раз сделать такую ремарочку, что просьба относиться к этому видео как, к небольшой экскурсии в такое место, в которое, скажем прямо, скорее всего, вы бы в обычной жизни бы не поехали. Хотя это будут очень такие красивые места, рядом будут красивые города. Зарайск, Серебряно-Прудск, там есть на что посмотреть, но речь будет идти о селе Крутом. Просто представьте, что вы лично натыкаетесь на такую интересную заметку про то, что тут какие-то голоса, пение, страх, ужас ведьмы. Естественно, вам интересно это, и вы решаетесь отправиться в это место, чтобы, лично посмотреть, что же это за село такое, откуда произрастают эти случаи. Прямо сейчас мы с Алексеем стоим в очень интересном месте. Интересно оно по одной простой причине, потому что здесь, как говорят, жили ведьмы. Возможно, и живут. Село называется Крутое. Если загуглить деревню ведьм в России, выпадает именно отсылка на это место. Что же, гуглить мы, пожалуй, не будем, а через поисковик всея Руси Яндекс зададимся таким вопросом, чтобы не быть голословными. Итак, если в поисковую строку вбить запрос «Русская деревня ведьм», то одна из первых ссылок будет вести на наше же видео 2-летней давности про деревню ведьм в Калужской области. А все остальные ссылки будут вести на различные репортажи, которые связаны именно с селом Крутое Серебряно-Прудского района Московской области. И историй, легенд, всяких зацепочек мелких, на которые следует обратить внимание, здесь великое множество, и мне непонятно, почему это до сих пор никто не сделал, потому что текстовой информации про это место достаточно, а видео мы приехали снимать первые, пожалуй, на Ютубе. Мы можем рассказать вам сейчас вкратце, что здесь происходит. Единственное, я советую делать, Сергей, если что, это не очень громко, потому что местные жители уже в окна смотрят на нас. Да, мы не успели приехать, мы уже познакомились с некоторыми людьми. Все приветливые. Пока первое впечатление, то, что все очень приветливые. Но любопытные. Смотрят в окна, как же так, диковинка какая-то. Итак, как мы уже сказали ранее, вокруг этого места ходит много легенд, если брать в расчет информацию из всемирной паутины. И большинство этих легенд связаны с одним из местных батюшек, который якобы одним из первых обратил внимание на феномен доносящихся из-под земли
земли криков с песнопениями, а также знаменитой на всю округу целительницы Марии, к которой приезжали на поклон даже достаточно известные люди из московского бомонда. Поэтому программа «Минимум», которой мы будем придерживаться в нашем сегодняшнем приключении, выглядит так. Опросить несколько местных жителей на тему слухов, связанных с колдовством, посетить знахарку Марию, чтобы лично убедиться в ее сверхъестественных способностях, пообщаться с батюшкой, который мог бы опровергнуть или подтвердить слухи, исходящие из прессы различного уровня качества и репутации. Расскажите, а тут ведьмы жили, ведуньи? А еще говорят, целительница Баба Мария есть здесь. Какая-то Нет? не болтайте-то. Нет? Отец или нам нужен? Отец. Я не знаю, он здесь нет, он на мягком служит. А, то есть он сейчас на нескольких объектах А почему здесь не служит? Он по субботам, там же здесь приход маленький. Здесь. Спасибо. А почему здесь мало людей ходят в церковь? Значит, не хотят верить, наверное. А вот мы до этого вас спросили про ведьм. Вы Да историю... какие ведьмы? Ну, ребят, кто вам сказал? Вот Я именно. 30 с лишним лет здесь живу, и какие-то ведьмы. Ну где? А вы историю села читали? Нет, книжка лежит, но не читала. О, книжка есть даже? Да. А есть такая книжка? Подарить? Было бы интересно. А как вообще живется тут? Все люди такие приветливые. Народ здесь хороший. А вы, может быть, знаете кого-то тут, ну, кто может рассказать нам для репортажа? Ну да, кто-нибудь, может, какие-то истории знает. Ну, человек очень Привет, общительный. история, там. кто-то, может быть, сторожил. Никого здесь нету. Какие немножко знали, но они ушли на тот свет. Вот книжка? Ой, мы как Ого! раз про нее. Ого, спасибо вам большое. Вот, вы уже 4-й местный житель, кого мы тут встречаем, и все приветливые и максимально добрые. Песочная туда, Мазалова. Там были знахарки, да. Я с детьми даже туда ездил. А почему их ведьмами называли? Нет, они как от Бога созданы. А что значит знахарки? Они как народными методами, травками Да, там лечили? да. Да не знаю, я тут никаких ведьм не видела. Просто такого начитались про... Нет, это ерунда все, ребят. Скажем Ну, так- это просто ее сейчас нет, она умерла. Она жила там в доме. Баба Мария ее знает? Да, просто она заговаривала, а никакая она не ведьма. А давно она умерла? Ну, года 2-3, наверное, умерла, как бы не так. Уж ей было, наверное, она старше меня. Ну, она вроде хороший человек была, людям помогала. Ну, помогала, да. Ну да, заговаривать она заговаривала. Тут еще сказали, целительница Марии сколько-то лет назад померла, жила ранее. Вот. Но это правда, она прям заговоры, целительница была, и люди ходили к ней? Не знаю, я не верю. Но она умерла, да? Да, Умерла. умерла, она колдовала. Колдовала именно. Ну, кто говорит, колдовала, кто лечить, но лечения от нее никакой не было. Просто ездили люди к ней. Говорят, знаменитости даже всякие какие-то Да. ездили, да? А вот и внезапный поворот, который вносит свои корректировки. Дело в том, что знаменитая целительница Мария, которую кто-то мог по незнанию или по какой-либо другой причине называть ведьмой, умерла как 2 года назад. Поэтому аудиенцию у одной из самых ярких фигур этих легенд осуществить не выйдет. А еще, несмотря на то, что в метраж мы вставляем самые нейтральные комментарии, у нас сложилось такое ощущение, что некоторые местные жители, мягко говоря, что-то не договаривают. Но зато почти сходу у нас получилось раздобыть уникальную книгу про Серебряно-Прудский район, в который входит и село Крутое. Вот, например, есть тут донесение от 6 ноября 1848 года, что в этих местах холера была, эпидемия. Вот представляете, ну вот село Крутое, оно вот тут к этим местам тоже относится. И за 2-3 месяца тут около 300 человек от холеры померло. Конечно, можно это перетянуть к тому, что ведьмы какой-то мор нагнали. Или вот, например, в апреле 1873 года в Серебряно-Прудном округе произошло наводнение. Вот тут об этом рассказывается. И в тот же момент, когда было наводнение, и люди на крышах домов спасались от него, произошло какое-то там возгорание в тот же день. То есть двойная такая история была. То есть тут цитата вот еще такая забавная. «Название слободы новое в деревне Беззубово, это Серебряно-Прудский округ, не прижилось и осталось, как называл народ прежде, зажопка». Понимаете, вот зажопка. Ну, у нас сейчас говорят, вот тоже есть фраза, в какой жопе я нахожусь, извиняюсь за выражение, но уже тогда там
100-200 лет назад какое-то место у них за жопкой называлось. Непосредственно про село Крутое я вот так вот беглым взглядом искал. Думаю, может, где-то скажут вот эту вот тему, что Шереметьев туда всех неугодных режиму ссылал, сам, включая тех, кто в колдовстве обвинялся. Нет, ничего такого и не нашел. Наоборот, сказано обратно. Это вот свидетельство из письма какой-то там сударыни, которая жила в Серебряно-Прудском округе, что, ну вот цитата: «В семьях царила высоконравственная мораль, особенно царил дух любви к простому народу. Учили сеять разумное, доброе, вечное». Кстати, о добром и вечном не могу не сказать, как нас добрые люди нагрели на жилплощадь, в которой мы должны были жить во время своей вот этой поездки. Перед тем, как приехать в село Крутое, мы через риэлторов сняли здесь жилье, предварительно раза 3 уточнив у них, точно ли все в порядке и имеется ли в наличии свободная квартира. Нас, чуть ли не давая клятву на Библии, заверили, что именно в Крутом имеется квартира, приезжай да живи. Но как только мы произвели оплату, риэлтор моментально переобулся, сказав, что жилья в этом населенном пункте нет, и стал нам предлагать варианты за 30-50 километров отсюда. Такой вариант нас, разумеется, не устраивал, и мы запросили деньги обратно. На что нам заявили, что денежные средства возврату не подлежат, и что нужно было внимательнее читать оферту на их сайте. На всякий случай указываем сайт этих замечательных людей, чтобы всякий, кто связывался с этой конторой, имел в виду, что их слова могут расходиться с делом. Ребята, самое главное, берите, мотайте на ус, на бровки. Никакой предоплаты никому никогда не давайте, пока не подпишете договор. Или деньги только по факту. Вот так Сейчас у нас есть ключи, у другого человека мы взяли. В Москве нам дали эти ключи, Илья ездил за ними, никакой договор не подписали, потому что у женщины там ребенок начал плакать. Ну вот, подъезжая к месту, мы задумались, возможно ли это тоже какой-то шарлатанский способ был выводить наши эти И если пиастры. сейчас ключи не подойдут к двери, то нам придется искать кого-то здесь, кто нас пишет. Другого Получается, в варианта руках у меня ключи Шрёдингера. Мы не знаем, подойдут они или нет. нет. Ну пойдем, вот в этот подъезд нам. Значит, мы на первом этаже живем. Мне так интересно, что за этой дверью. Подошли. Ой, так, первым делом, когда заходите в чужую квартиру, вы что делаете? Разуваетесь. Мы сегодня на полу, походу, все спим. Потрясающе. Ну, полы с подогревом, да, вроде? Нет. Нет? Нет, просто ноги замерзли до такой степени, что кажется, как будто тепло. Вот люстра такая, смотри, ну это... На, держи, Лёх, ключи. Мне кажется, ты будешь... Не-не-не, ты можешь мне как Алексу Мерфи кинуть их? Ну скажи, Сергей, эта квартира, она подходит под тот самый антураж и тему, которую мы сегодня развивали? Квартира подходит максимально под этот самый антураж, про который сказала мне ты. Вот, здесь что? Здесь стены, окна, здесь, в принципе, плюс-минус сельская такая обстановка. Кстати, насчет сельской обстановки, ребята, закат не за горами. Слушай, а что ЧП? Тут же вообще даже ни одеял, ничего нет. Слушайте, а как мы спать-то будем? Ну, короче, нас кинули. Почему? Ну, где одеяло? Ну и что одеяло? Какая разница? Зачем нам одеяло? Ты что, без дела не можешь поспать? Тут ни стульев нет, ничего. Ну вот одеяло. Ну сидя можем вот так сесть, короче. Ну, короче, смотри, один сядет вот так, второй так. Но если два матраса вот так положить, то раз, два, три человека может поместиться. Итак, пришло время пройтись по самому селу для того, чтобы лично посмотреть, что же это за место такое, про которое ходило столько слухов. А впечатление это место оставило самое радужное, если не считать того, что нас дважды нагрели здесь жилплощадью. Но в том были виноваты риэлторы, а не жители села, которых, к слову, почти не было видно. А где все люди-то? Добро пожаловать. Люди! Дороги тут были вычищены от снега до идеала. Такое даже у нас в Троицке не всегда можно представить.
Вот местный А магазин. так, если что рассказать хотите, можете на камеру нам что-нибудь сказать. Может, какой-нибудь краевед Да, знаете? может подсказки дадите какие. Вот мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Если же спроецировать интересующие нас объекты на условную карту, то можно отметить следующие точки. Местное кладбище, на котором, судя по утверждениям в сети, захоронено множество ведьм. Железнодорожная станция, мимо которой проезжают десятки поездов за сутки. Церковь в селе Мягкое находится в 20 километрах от Крутого. Именно туда уехал местный батюшка, на которого ссылаются все материалы из прессы. Церковь села Крутое – центральное звено всей этой истории. И полуразрушенный дом культуры, который также фигурировал в изначальной легенде о криках из-под земли. Ну что, вот мы на закате Буквально на закате такие, скажем, последние солнечные лучи. к Дому культуры пришли. Тут такая дверь, как будто в нее кто-то царапался. Ну да, издалека очень кринжово выглядит, потому что шел издалека такие на когти похожи какие-то, знаете, как типа в ужастиках люди закрываются в помещении, когда наступает полночь. А тем более, кто мог ее расцарапать? Тут одни миловидные бабушки. Вот мы встречали только миловидных жителей. Дедушки здесь, кстати, тоже нормально, но тут дед гулял с питбулем. Я думал, в селах с такими собаками не гуляют. А, ну и вот, забиты двери, окна, кто-то царапался в дверь, а когда ближе подходишь, ну, понимаешь, что нет. Птица мертвая вон там. Не кто-то царапался, а кто-то изнутри выбивал, потому что характер урона там именно такой, как будто кто-то кулаком ударил. Так что же там было? Я думаю, просто безудержный кутеж. Потому что тут дискотеки каждую субботу у молодежи по 30 рублей вход. Там он висит объявление. Давай, еще нам дали адрес одной бабушки, бывшей, вообще не знаю, бывают бывшие целители, ведуньи. Вот. Которые, да, кто-то по незнанию мог ведьмы как Говорят, раз называть. она очень нелюдимая, необщительная, но все-таки посоветовали постучаться к ней в дверь. Этим мы, думаю, займемся. Я не могу ошибаться, по-моему, когда говорили про эту фишку, что тут звуки из-под земли слышали, что в районе Дома культуры... Да. Церковь, Дом культуры. Дом культуры называется, что вот в том месте, где мы сейчас стоим, как будто бы из-под земли слышали какие-то звуки. Возможно, если будет потеплее завтра, мы здесь оставим какие-то средства слежки. Таким образом, пообщавшись с местными жителями, нам удалось нанести на карту еще несколько потенциально любопытных мест. Таких как адрес одной из нелюдимых целительниц, который можно попробовать наведаться, ибо за спрос денег не берут. Точка, где один из местных жителей занимается одним очень интересным и аутентичным хобби. А еще, изучая деревню, нами было случайно замечено, но очень странное поведение одного из местных жителей, который что-то ходил искать на поле. И по этому поводу у нас появились некоторые подозрения, которые мы обязательно попробуем подтвердить или развеять. Ну а тем временем дело близилось к полуночи, и мы отправились на нашу богато обставленную квартиру перевести дух да погреться. Ну что, ребята, вот в таком богатом убранстве мы еще находимся. Мне напоминает это норвежскую тюрьму. Здесь идеально, посмотрите. Микроволновка, кинотеатр. Здесь вообще ничего нет, кроме этих матрасов. Не, мы не жалуемся, просто на нас 4 человека, матрас один, придется спать, по сути, на полу. Риэлтор, который нам сдал квартиру, по сути, нас обманул. Мы уже говорили про это в начале выпуска. Просто нам почему-то решила не сказать такую незначительную деталь, что в квартире отсутствует полностью стол, стул, табуретки, чайник, диван, кровать, белье. Еще тут, да, с туалетом такой бонус, я, может, потом покажу вам. Тут нельзя ставить диктофон на запись, потому что всю ночь, весь день без остановки журчит вода в туалете. Просто очень будет жалко Алексея, который будет отсматривать десятки часов на монтаже и слушать сточную трубу. Сейчас дождемся ночи, ну хотя бы часов 12 получается. Ну уже вот-вот. И пойдем, пройдемся по деревне. Нас 2 объекта интересуют. Мы еще не решили, как кто и куда пойдет. Что у нас, кладбище и перрон тут рядом. Тут 2 кладбища и 1 перрон, но на одно кладбище мы не попадаем, потому что оно закрыто. Но не то, что закрыто и законсервировано. Дело в том, что там огромные сугробы, из которых торчат кресты, и, по сути, ходить там не является возможным. Почему кладбище? Это, может быть, звучит как банальный притянут за уши, но если брать за основу ту фабулу, что это деревня ведьм, соответственно, и там, помните, как у нас в Черном потоке мы колдуна могилы искали, то тут эти сплошь и ряд должны быть захоронения. И ведьмовски понять не имеем, что там происходит, хотя бы одним глазком
Надо туда наведаться. Житель, один из жителей этой деревни, которого мы хотели застать здесь, это некая целительница Мария. Пишут про нее, конечно, там в основном только хорошее, что это целительница, но пока преобладающее большинство бабушек сказали, что это лишь для тех, кто ее не знал. Писали, какая она добрая, хорошая. Я ничего не наговариваю, пересказываю просто слова. А вот знахарка у нас была, да. Мария, да? Пару лет Не назад. говорят плохо про упокойника? А почему так? А вроде пишут хорошее. Ну, говорят, что сильно. Как из меня балерина. Это те, кто ее не знал, то это и... Не знаю. А вы можете что-нибудь рассказать интересное? Короче, ладно, мы сейчас пойдем тогда... Ты раз ее злой считаешь, иди на кладбище. Че, я пусть Саша идет. Как вообще связано кладбище и зло? Потому что человек, который при жизни обладал такой магией и могуществом... Ну, пойдем вместе на кладбище своем, потом на перрон. Ну и в этот момент, естественно, происходит такое действие, что мы с Серегой вдвоем отправляемся на кладбище, взяв вот эту нашу камеру... Ой, тут рядом нет. Ну, вот эту нашу новую камеру, ручную видео, которая в темноте нифига не видно, ничего не пишет она. И мы почему-то об этом не подумали. Пришли на кладбище, поняли, что даже с подсветкой мы фиг что там снимем. Походили, покружили, ничего такого мы там не нашли. Обычное кладбище, современное, никаких ведьм. Вот. Но когда мы уже шли к выходу, собирались отправиться на перрон, на который мы так и не попали той ночью, потому что немного нас обескуражило одно событие, ну, слишком совпадение такое, но не бывает так. Хотя ничего в этом такого не было, но сейчас вы все увидите. Чего там? Я просто пытаюсь... В первом часу ночи человек. Взглядеть. По-моему, Саша кричал. Это бабушка. Что ты делал? Ну, голос женский. Жуть какая-то просто. Ну, кто ночью будет на кладбище? А мы им даже... Тихо, слышь, а мне надо свет сейчас выключить? Я просто не знаю. спиной идет. Не знаю, может, плохо человеку, надо узнать, наверное. Бабушка это. Почему? Ну, сторож. Ну, голос женский был. Крепота, вот. Ну, позови ее. Ну как, я че, на всю кладбище, что ли, орать буду нормально вообще? Она идет на выход, да? А самое же интересное, ты видела, мы тут проходили? Я тебе говорю, жуть, потому что здесь никого нет. Мы дошли по этой дороге, Леш, там нет никого. Ты что, оттуда сюда никакой ни машины, ничего. Кто это, блядь? Я же говорю, это бабушка. Это бабушка. Какого-то Сашу ищет. Может, нашего Сашу? Куда она пошла? Прикинь, она Сашу Рена ищет. Да ну ты что, гонишь, что ли? Вообще это печально, что вот так... Она пошла в сторону этой. ЖД-станции. Только что поезд проезжал. Слушай, ну она может быть начало как бы как Может, на кладбище начало, и сейчас домой. Прикинь, горем убитая. Стой, а может это? Ну сейчас пугнем. Кого, спугнем, ты что? Смотри, котейка бежит еще. Вот за ней коты бегут. Коты. Че за бесовщина? Это котеночек. Там в той стороне перрон. Приехал за контентом, вот тебе контент. Ну, правда, тебе сейчас скажут зрители, что это все за уши притянуто. Ну что, пацаны, давайте спать ложиться. Пойдемте за матрасом. Чья-то бабушка. В принципе, матрасов хватит. С этой стороны Леха спит, с той Серега. На втором матрасе с одной стороны я, с другой стороны ты. Пойдем матрас притащим. Смотрите. Покажи еще раз. Это кровь? Серег, смотри. Это кровь, прикинь. Кровь? Да, вроде пятна какие-то кровавые. Я не буду здесь спать. Не придется. Какие-то бабки ходят, матрасы в крови, сортир поет. Короче, такая тема, ребят, на полу лежа. Он еще и цветной. Да, прикинь. Ой, какой-то медный танк какой-то сбил. Может, тут проедем, что есть. Как вот играли наши деды? Что тут надо делать? Кто-нибудь знает? Все кирпичи сломать. Сейчас, на секунду, Сергей писал кружок в наш телеграм-канал, на который, если вы подпишетесь, то вы будете задолго до выхода выпусков новых узнавать, о чем они вообще. С мест событий в прямое включение.
Серега, поиграй ты в это. И то верно, друзья. Ссылка на наш телеграм находится в описании под роликом. Подписывайтесь все, кому интересны разные подробности, относящиеся к нашей деятельности. Так, например, про съемки выпуска, который вы сейчас смотрите, подписчики телеграма знали еще за пару месяцев до его публикации, ровно как и знают, о чем будут наши следующие выпуски. А еще все сцены, которые мы вырезаем из основного метража по различным причинам, также обретают новую жизнь на страницах нашей телеги. Так, что там? Мы сейчас одну спали. Эта бабушка сейчас ходит под окнами и зовет Сашу опять какого-то. По-моему, Саша она. Ну сейчас вот мы вскочили, показалось, нет. А ты уверен? Блин, вы что, не слышали, что ли? Ну, ты уверен, что это она? Погоди, сейчас вот. Ну, не унитаз же это. Ну, я ничего. Я просто Ты не слышал? Я тоже не слышу. Тебя зовут чего-то. О, слышь? Это уже там, где далеко. Выйти. Стой, дай камеру. Сейчас, подожди. Слушай, ну там нет никого. Может, она... с стороны подъезда? Только как бы мы услышали? Она к нам пришла. Короче, ребят, сейчас часа 3, наверное, ночи. Ага. Можно хоть потереть, да, немножко? Бабушка это по улице ходит, на которой мы на кладбище Сережа. Подожди, дай свет включить. Я какой-нибудь хотя бы включу. Нет. Ой, блин. Блин, слушай, а у нас дверь закрыта? Мы дверь не заперли. Я тебе вот только что хотел сказать, что теперь ее еще и подпирать надо. В заросшем парке стоит старинный дом. Забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле, но тут же раздался ужасный голос во мгле. Ну вот, в общем-то, по правую руку от меня находятся там контейнеры, мусорные контейнеры, за ними вот это самое кладбище, где мы с Сережей ночью были, где мы встретили человека. Сенсации из этого не делаем, но когда ночью она пошла с кладбища в эту сторону, было темно и не было видно, что вон там вот находится железнодорожная станция. Мы об этом, конечно, знали, что тут на окраине деревни все это находится, села. Вот, это Узуново, в обратную сторону вон перрон находится, тоже Узуновский получается. То есть тут все это рядом. К слову, тревожить мертвых, постоянно они лежат, значит, получается, и слушают, как поезда туда-сюда катаются. Вот, но есть один нюанс. Мы это засняли ночью, темно когда уже было, ночь была, есть нюанс. Об этом мы сейчас скажем вам. Сереж, вылазь. Голос во мгле. Мне больно видеть белый свет. Мне лучше в полной темноте. Я очень много-много лет мечтаю только о еде. Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном: скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом. Когда засыпали, всю условную ночь размышляли,
Что мы не так сделали? Стоило бы, наверное, проследить. Так вот нас винить за это не стоит, потому что это нелепо. Идти за кем-то следить, но нам уже не по 10-15 лет. Но, с другой стороны, мы призадумались, что здесь вообще могла делать женщина. Здесь Перрон в этой стране, Да, она пошла в эту сторону. Она пошла сюда. После подъема мы пособирались, решили разведать, пойти разведать локацию, посмотреть, куда она сюда пришла. И посмотреть расписание поездов. Поезда, точнее. И, внимание, мы снимали, лазили по Кладбону. Это ночь. За полночь уже был, там, 0 с копейками. А последний поезд здесь проходит в 23:15. Вопрос. Нет, зачем она сюда пошла и почему она под окнами мы ее слышали потом, получается? Это просто... Получается очень странная картина, да. Тем не менее, вопросов не убавляется, их только прибавляется. Потому что мы что имеем? Непонятную женщину, 2 пальца загнул, непонятную женщину в очень поздний час, в сомнительном месте, то есть на кладбище обычно там, не бывает в такое время, в холод. Потом что мы имеем? Женщина исчезла, ушла. Но она не исчезла, мы просто за ней не пошли следить. Она ушла, я говорю, исчезла. Что мы имеем? То, что за ней пошла кошка. Это... И то, что поезда не ходят ночью. То, что под окнами у нас кто-то вот опять искал какого-то некого Сашу, и, это 100% она была. Или это какая-то сумасшедшая. А самое что интересное, если бы вдруг на секунду бы тебе бы, кто-то, кто знает всю истину, сказал бы, смотрите, вот было вот так, человек пришел туда потому-то, сюда пошел потому-то, вернулся и там кричал потому-то. И ты такой, натуре, все, как все просто. Знаешь, как подслушано, когда ты краем уха слышишь там что-нибудь, на самом деле это просто вырвано из контекста, и значение могло быть другое. Но пока мы не знаем весь контекст, а знать мы его весь не можем, только строить догадки, мы размышляем. Да, а сейчас мы просто здесь показать вам эту станцию, обычные станции, поезда катаются. Сейчас мы поедем искать отца, но так как нам сказали, что здесь служба не ведет, по выходным здесь идет служба. Поедем в соседнее село, не знаю, ответит нам, не ответит, просто там порасспрашиваем. И потом вернемся сюда и, пожалуй, покажем вам, просто нам не совсем удобно по логистике, покажем тут еще эту церковь, откуда звуки эти слышно было. Смотрите, ребята, тут железная дорога, и тут кто-то мелочь просыпал. Это вообще в усмерть. И вот так выглядит 10 рублей. Значит, тут еще должно быть. Десятка. По которым состав проехал. Нифига себе. Десятка интереснее выглядит. Даже так и не скажешь, что это монета. А это точно монета была когда-то? Да. Ну что же, отталкиваясь не от самых банальных обстоятельств, мы изучили кладбище и перрон. Ничего особенного, кроме женщины, находящейся в поисках некого Саши, нам обнаружить не удалось. А учитывая тот факт, что целительница Мария, как одно из главных действующих лиц сюжета, скоропостижно скончалась пару лет назад, у нас осталась одна последняя зацепка – местный батюшка, который в настоящий момент уехал из Крутого на службу в соседнее село Мягкое. Не имея больше никаких зацепок, нами было принято решение отправиться на поиски батюшки, ибо только он один мог пролить свет на всю эту историю с голосами из-под земли. Ну что, ребят, мы как выяснили, отец Виталий-то он у нас на несколько церквей работает. Но это обычное, наверное, дело в батюшкиных практиках. Да, ответственный за несколько участков. И вот мы приехали в другую церковь, не село Крутое, а село, как он, на М как-то. Мы уже какой день здесь находимся, все время это село называем на М как-то. Маховое, что-то такое. Мягкое. Село Мягкое. Стоит вот такая вот церквушка, здесь тоже отец Виталий как бы хозяйничает, получается. Но его сейчас нет дома, вообще там никого нет внутри. Она вначале вообще заперта была, вышел человек, помощник. Открыл нам, но сказал, что Виталия нет, будет вечером только. Мы не знаем, дождемся ли мы его на вечер, и вообще как-то пересечемся. Удочку мы закинули, как удочку. Я позвонил, в WhatsApp написал. То есть, если ответ будет, мы его найдем. Потому что, как выяснилось, сегодня отец находится здесь крайний день, а потом он уезжает. Куда-то в командировку, видимо. И поднялся какой-то просто лютый
Очень холодный. Холодный ветер. Выходит, что очно встретиться с батюшкой у нас не получилось ни в одном из сел. Но в церкви при Мягком нам дали его номер телефона, и мы сразу предприняли попытку связаться с ним через WhatsApp. В тот же момент мы вспомнили, что прошлым вечером, наматывая круги возле села Крутое, нами была обнаружена картина, которая, судя по всему, совершенно не предназначалась для наших глаз. На дороге, которая вела к селу, остановилась спортивная машина, из которой вышел человек и отправился через заснеженное поле куда-то в неизвестном направлении, как будто что-то прятать. Через какое-то время человек вернулся, сел в машину и уехал, а мы обратили внимание на то, что по оставшимся после него следам будет нетрудно вычислить, куда он ходил и что прятал. Именно на разгадку этой тайны мы и направились в тот момент, когда в воздухе повисло ожидание того, что нам ответит батюшка. Мы видели, как тут стоял аудюха, и какой-то мужик что-то по полю ходил, искал. И его следы остались. И мы сейчас проезжаем мимо уже обратно, решили посмотреть, куда он мог тут ходить и что прятать. То есть мы сейчас по его следам идем? Потому что если бы, например, в туалет ходил бы, это можно было вот во враге сделать, тут прям. Но он пошел именно сюда, ночью. Да когда же не закончится-то? А погоди, стой, дай я покажу, что это не наши следы. Да, смотри, они вот. Да, короче, это не наши следы. Мы тут меняемся местами. То один первый, то второй. Ну, потому что вожак не может долго идти. Впереди устает протаривать путь. Слушай, ну куда-то далеко они идут. Конечно, чтобы не было видно. Короче, тут какая-то речка. Уточки стоят. Блин, тут расставлены удочки. Вот и вся, ребята, авантюра. Когда ловится, это флажок вот так делается. То есть вы сейчас чуваку кайф обломали? Сейчас мы вернем вот так вот, сделаем вот. Один флажок есть. О, пойдем посмотрим, там рыба походит. Ребята, ужин. О, началось проклятие старой деревни. Да, ребята, это не очень. Он зацепился хребтом, ну рот. Ну зачем он так делать? Ты даруешь. Слушай, ты в натуре повелитель карасей, получается. Все, уплыл. То есть вы сейчас мужику помогли его работу сделать? Хер знает. Блин, маленькую рыбочку жалко. Жалко рыбочку? Она хвостом зацепилась. И что он там будет подыхать, если это? Ну ладно, пойдем. Интриги никакой. В общем, эта речка, кстати, надо посмотреть, она наверняка как-то называется. Здесь идет рыбный промысел. А не то, что ты подумал изначально. А тем временем пришел ответ от батюшки, который наотрез отказался общаться с нами, и это при том, что изначально мы сказали ему только то, что снимаем передачу про Серебряно-Прудский округ, и нам нужен кто-то, кто сможет рассказать про историю этой местности. Понимая, что последний известный нам потенциальный свидетель тех странных событий не заинтересован ни в каком общении, мы заявили прямо, что проверяем слухи относительно легенды о криках из-под земли. И если это все был вымысел журналистов, то мы об этом готовы так и заявить своим зрителям. Но позади нас находится тот самый легендарный объект, о котором все эти фольклорные сказания, статьи в интернете, если вы будете читать про это село, вот все начинается с этого места. Но единственный человек, который мог бы пролить свет на этот вопрос, который фигурирует во всех этих статьях, отец, он наотрез отказался, скажем так, участвовать в дискуссии, в съемках в наших вообще. Мы его оповестили, сказали, есть такая-то информация в интернете, или мы ее используем за основу, или вы проливаете свет, говорите, что клевета, что правда, мы используем ваше интервью. Конечно же, ничего мы вырезать из контекста не будем, вот, все покажем как есть. Но он отказался. Ну, во-первых, меня на месте нет, тут раз. Во-вторых, я с Крутом не живу, два. Ну, а в-третьих, интервью я давать никакой не буду. И
никаких пений там ничего не было. Теперь, получается, мы можем только за основу брать то, что есть в интернете. Те источники, в которых он уже давал интервью, якобы. И если судить по статье, взятой из всемирной паутины, то ситуация получается следующая. Церковь села Крутого, возле которой мы сейчас находимся, была построена на месте бывшего Дома культуры. В свое время Дом культуры не очень-то и притягивал к себе местных жителей, и в какой-то момент здание было заброшено, превратившись в подобие неофициального общественного туалета. И именно тогда, когда Дом культуры пришел в запущение, жители села начали слышать страшные крики и стоны из-под земли. Минимальный экскурс в историю установил, что до того, как здесь был построен Дом культуры, на этом месте находился старый храм, возле которого, как того требуют обычаи, происходило погребение священников, служивших при этом храме. Вот и считается, что осквернение этого места не давало духам покоя. Ну а после того, как на этом месте установили новую церковь, селяне утверждали, что слышали, как из-под земли всю ночь доносилось церковное пение, оповещающее об одобрении возведения новой духовной обители. Но в новую церковь, как выяснилось, люди ходить так и не стали. А священник убежден, что всему виной ведьмы и колдовство, которое процветает в селе Крутом. Вторым же источником странных звуков из-под земли являлось то место, на котором ныне находится современный Дом культуры, к сожалению, в наши дни также пребывающий в не самом своем лучшем виде. Вот такая вот суматоха. Хотите верьте, хотите нет. Но если верить авторам статей в интернете, отец подтверждал все эти слухи лично. Ну, в общем-то, и где-то вот под этой церковью, получается, слышали пение хоровое. Ну, не только пение. Здесь слышали крики, как, знаете, в Кольской сверхглубокой, когда вот добурились, и там говорили голоса чертей, слышно что-то еще такое. Вот тут было наподобие этого. В общем, очень много людей, которые испытывали слуховые галлюцинации. Друзья, ну и просьба такая, если вы досмотрели до этого места и вам было интересно проводить вместе с нами какую-то часть своей жизни, время какое-то, по-братски поставьте вот палец вверх под этим видео. Зачем это делать, я вам объясню. Каждый палец вверх наше видео для алгоритмов YouTube обозначает как потенциально интересный контент, и YouTube за счет ваших реакций распространяет это видео для других пользователей платформы, которые, возможно, про нас ничего не слыхали, и в свою очередь это влияет на приток подписчиков на канал, что в свою очередь дает нам мотивацию дальше заниматься этим делом. Лайки в 2024 году — это единственная валюта ценная для ютуберов в России, которая хоть на что-то влияет. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы готовы дальше нас смотреть, просто дайте знать, поставьте этот чертов палец вверх. Вот, братцы, просто прошу вас по-человечески. Не лишним будет подчеркнуть, что все вышесказанное не является чем-то неоспоримым, и мы ничего не утверждаем. Но от этого не становится менее интересно, откуда у подобной легенды растут корни. Когда стемнеет, мы обязательно воспользуемся диктофоном и фотоловушкой, чтобы зафиксировать атмосферу вокруг церкви и Дома культуры. Ну а пока еще не стемнело, мы отправляемся в еще одно место, хозяин которого, пожалуй, что единственный во всей этой истории, кто не отказал нам в аудиенции. Конечно, эта встреча никак не связана с мистической фабулой выпуска, но она была напрямую связана с непосредственно деревенским бытом. Знакомьтесь, Юрий Калашников, человек, который разводит орловскую породу лошадей, что называется «для души». Юрий откликнулся на наш призыв помочь в съемках выпуска и согласился прокатить нас на санях, запряженных лошадью. И такое, пожалуй, в нашей практике происходит впервые. Скажите, а насколько вообще лошадь чувствительное животное получается? Ну, говорят, вот там кошки, например, они, видят то, что люди там, например, не видят. То есть она иногда в пустоту куда-то смотрит, может вздыбиться. Нет, но я вот слышал, что лошадь, вторую лошадь на 8 километров чувствует. А у вас бывало так, как показывают, лошадь отказывается идти куда-то? Вот как говорят, вкопанная как встает и все.
Как в русских сказках. Вот дальше лошадь здесь не пойдет она. Все, дальше мы пешком. Мы все такие, как он. Не надо с ним заниматься. Ну что, садитесь, поедем. Опа. Вот так вот, да, для души. Одна лошадка 5 мужиков катит. Красавец. Ну что, ребят, село крутое. Ну вот он, кабриолет, получается, отечественный. По-крутому нас встретило. Это ли не деревенский фольклор? Самый настоящий. Мне очень нравится. Я Серега. И вот позади нас мелькает Россия, мать необъятная. Ни машин, ни людей, никого. Только избы полупокосившиеся. В общем, мы, получается, заехали с села Крутого в Песочное, в соседнее. И мы видим, что тут так же жизнь продолжается. Собаки вон, гуси. Ну, в смысле, продолжается. Ключом бьет. В бане пахнет, кто-то топит. Вся вот эта вот романтика деревенская. Вспоминается детство. Ну, вам городским не понять, ребята. То ли дело мы. Местные. Местные. А как она разворачиваться будет? Ауто, ничего себе. Офигеть, и все? Ну, как на машине. Машина дольше разворачивается. Только да, ну в те годы, если захворал, да. Только вот в телегу тебя и к знахарю. И ты везешь так в горячке тебя. Везут через всю деревню. Бабки, повитухи. Прекрасно-то как. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо всем, пацаны. Вернувшись в Крутое, мы набрались смелости и решили посетить еще одного человека, который значился здесь как действующий знахарь. Правда, нас сразу предупредили, что человек этот максимально нелюдимый и не идет ни на какие контакты. Так оно и вышло. Здравствуйте. А нам сказала, можно к вам обратиться по поводу целителей и ведуней. Мы просто передачу снимаем. Если что, можем визитку дать. Вам не интересно будет пообщаться? Нет? Не интересно. А вы не подскажете, может быть, где-нибудь тут есть же женщины, которые там занимались чем-нибудь? Нет? Ну ладно. Мы очень переживали к вам постучаться, думали, что это очень нелепо будет выглядеть, но все равно это сделали. Такое говорят, что... Вот мы хотим это опровергнуть, потому что такого начитались. Вот так вот. Блин, жалко. Извините, пожалуйста, что потревожили вас. Хорошего дня, извините. Ничего. Таким образом, все интересующие нас точки были посещены, и оставалось только произвести финальный замер обстановки. Поэтому мы, как и обещали, с наступлением ночи предпринимаем попытки установить диктофон в разрушенном Доме культуры и фотоловушку возле церкви, для того, чтобы в ближайшую ночь велась фиксация любых отклонений от общепринятых норм физики и математики. Ну что, мы решили установить диктофон в этом ДК хотя бы. Почему в ДК? Потому что оттуда были звуки, мы об этом говорили уже. Хоры, это мы уже выясним, исходя из того, что мы зафиксируем, так это или нет. Но я думаю, вряд ли кто-то, кроме нас, такие эксперименты тут делал, поэтому я не знаю, на что мы можем рассчитывать. Но сейчас мы ищем место, куда мы можем на ночь в минусовые температуры закинуть пауэрбанк, к которому подключен диктофон. Вот я предлагаю пройти по этому сугробу и положить за окно. Ты хочешь сказать, там полочка какая-то есть? Да.
Ну, ребята, со стороны это выглядит максимально подозрительно. 3 чувака с камерой, с лампой какой-то залазят в разрушенное здание заброшенного ДК сельского. И если кто-то спросит нас, что вы тут делаете, даже если мы правду скажем, скажут, вы что? Я сейчас милицию вызову. Кстати, милиция тут недалеко отсюда. Возможно, они в бинокль за нами наблюдают и тоже не понимают, что происходит. Продолжаем наши шпионские игры. И мы решили, знаете как, пропадет так пропадет. Одну фотоловушку, в первую очередь ради фиксации звука, получается, мы оставим на ночь. Вот сейчас я думаю, ну вот этот стенд с объявлениями поставить ее, будь что будет, сгорит, сгорит. Ладно, у нас все равно их несколько штук. Украдут. Но мы приедем с утра, за ней сразу же заберем, если к тому времени ее никто не обнаружит. Естественно, всю ночь она не будет работать, она проработает часа 2-3 от силы в морозах. Несмотря на то, что к утру обещают чуть ли не под 0 градусов, я боюсь, до утра она не доживет. Меня так накаляет, что может кто-то сейчас не спать и смотреть в окна, палить нас, закладчики. Про нас по-любому уже по всей деревне, тут по селу ходит молва, что какие-то чуваки на подозрительной машине ездят туда-сюда. Я не знаю, что мы хотим этим запечатлеть, но даже если у нас будет час материала, это будет уже интересное наблюдение. На соплях все держится, но лучше там пару часов хоть какого-то материала, чем вообще никакого, правильно? Потому что альтернатив у нас нет. Ну и в конце я хочу еще такую ремарочку сделать. Вы, наверное, заметили, что некоторые голоса мы изменяли специально, какие-то лица замазали пикселями, замазывали. Но это сделано специально, потому что, деревня, она такая маленькая, компактная. И, в общем, я к тому, что все друг друга там знают. Ну, упаси боже, кто-то что-то не того там ляпнул, не подумавши. Поэтому мы вот немножечко завуалируем все это таким образом. По этой же причине мы не называем вот конкретного имени батюшки. Потому что, мне кажется, вся эта тема, это просто, журналистский какой-то испорченный телефон, да, вот правильно, наверное, так сказать будет. То есть изначально, может быть, тут ничего и не было такого прям мистического, сверхординарного, за что можно было бы зацепиться. Но, тем не менее, вот так вот из уст в уста это передалось, и в том видео, в котором мы вот сейчас эту историю и знаем, мне кажется, так правильно будет. Не откладывая в долгий ящик, давайте изучим материал, который записывался на протяжении всей ночи. Фотоловушка возле церкви проработала практически до самого утра, и никаких отклонений от норм ей так и не удалось зафиксировать. Единственное видимое изменение за всю ночь заключалось в том, что кто-то посветил фонариком на церковь. Никаких пений или криков. А вот диктофон в Доме культуры зафиксировал целую подборку из различных бытовых звуков. Казалось бы, для разрушенного здания скрипы да щелчки – это норма. Но дело в том, что все звуки, что мы записали, максимально походили на какую-то жизнедеятельность человека, который то ли моет полы, то ли перетаскивает тяжелые вещи. И мы бы рады были сами удивиться, да вот только когда на утро мы пришли забирать диктофон, выяснилось, что Дом культуры не такой уж и заброшенный. Он вполне себе функционирует, афиша на двери является актуальной, и в него несколько раз за неделю ходят дети. На этом наше небольшое, но любопытное путешествие завершается. Какие могут напрашиваться выводы? Как мы всегда и говорили, у любой легенды есть свои корни и предпосылки. И местный фольклор со сказаниями не исключение. Просто в наши дни уже практически не представляется возможным докопаться до самой сути.
Село крутое, компактное и уютное. Быть может, звезд с неба и не хватает, но как минимум дает нам пищу для размышлений и фантазий. Само собой, мы даже и не надеялись, что по прибытию в это место сразу же зафиксируем какие-то аудиовизуальные отклонения, а вся эта история, скорее всего, является отличным примером такого понятия, как испорченный телефон. Однако сама эта поездка надолго запомнится нам и будет служить очередным напоминанием о том, что у любой местности есть свои истории и легенды, которые при должном образе можно зафиксировать как увлекательное приключение. И, вероятнее всего, журналисты, делавшие репортаж об этих местах, придерживались похожего мнения. Привет, Россия! Привет, мир!